Всем добрый день, дорогие подписчики, дорогие гости канала. Я вам всем очень-очень рада. Как я поняла, для вас не очень была понятна тема про нейроцель, да, нейроденьги. Поэтому давайте порисуем сегодня на белом листе. Тема у меня все та же. Записываем тему. Да, в прошлый раз мы с вами рисовали Мы будем рисовать звезды, да, я вам здесь их приготовила, поэтому... Чтобы всем было комфортно, я вам здесь оставлю звезды, да, чтобы вас не отвлекать тем, что буду писать я. Вот. В прошлый раз мы с вами рисовали на листе с долларовыми банкнотами. Сегодня мы порисуем на белом листе, чтобы вы ничего не упустили и все посмотрели. Цель может быть абсолютно любой, но у меня цель финансовая, да. Пишем сегодняшнюю дату, 20 мая. Сразу отвечу на несколько вопросов. Нейрографика от Луны не зависит, поэтому, когда вы спрашиваете, да, помните, что это не столь важно, какая Луна. Конечно, здорово, если вы на убывающую Луну делаете какие-то техники прощения, да, отпускания, прорабатываете какие-то обиды, но деньги вы также можете рисовать на убывающую Луну, никаких с этим проблем нету. Вот. Что ж, пишем свою цель. У меня цель, вы уже знаете, я с благодарностью и радостью, потому что меня это порадует. Получаю ежемесячный доход. От моего YouTube канала. Более 100 тысяч долларов США. И смотрите, теперь у этой вашей цели, у нее есть какие-то подцели, да? Что мне, например, я скажу пару примеров. Что мне, например, важно? Я русскоговорящая, несмотря на то, что мой канал, мои видео переведены на более 30 языков мира, да, субтитры, тем не менее, я русскоговорящая, и очень много зрителей моего канала именно из России, и поэтому, например, мне очень важно, чтобы включили монетизацию YouTube канал, YouTube России. То есть, может быть, вы... я не знаю, там, переехать собираетесь, да, но не знаете куда. Вам, например, нужно выбрать будет страну. Ну и такие подцели, да, машину покупаете, нужно определиться с цветом, нужно определиться с комплектацией. Что ж, я надеюсь, всем понятно, ставим таймер и прям фразами пишем свои подцели. Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Хорошо, 2 минуты. Отсчет пошел.
Звонит таймер. Алиса, стоп. Звонит таймер. Что ж, вы видите, получился у вас некий список. Теперь посмотрите, пожалуйста, на него внимательно. И выберите для себя. У меня, условно говоря, получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 фраз, да, 9 подцелей. И выберите себе штучек 4, 5, можно 6, да, которые наиболее важны. Ну, условно говоря, и расставьте их по местам, да, условно говоря, у меня там монетизация YouTube в России будет первое место, да. И таким образом расставьте 5 приоритетов, 5 самых главных фраз, они называются драйверами. Ну, у меня получилось 6 драйверов, на самом деле, видите, я их пронумеровала. Специально не показываю, да, кстати, рисовать мы будем именно эту звездочку, если уже не говорила. И посчитайте количество непосредственно слов, да, чтобы понять, актуальна ли для вас эта тема все-таки. У меня получилось 45 слов. Тема, ну, очень актуальна, да? Что ж, теперь все убираю листики. Да, тут, кстати, пара звездочков на примере есть, да? Некоторые темы, они требуют прорисовки кейсом, да, условно говоря, чтобы вы понимали, нейрографика работает, по моему мнению. И по мнению очень многих людей. Я с этим полностью согласна. Но если вы перестанете, просто нарисуете, ляжете на диване и будете ждать, так, один из комментариев тут недавно был, а можно ли там с помощью нейрографики убрать нежелательные волосы на теле? Конечно, можно, но нейрографика не создаст для вас идеальную линию бикини без помощи, без похода к специалисту, да, вам для этого придется что-то делать. Другой вопрос, что у вас раньше там появятся какие-то результаты, поэтому всегда помним, что нейрографика – это вспомогательный инструмент, который помогает вам, да, активизируя, изменяя ваши и создавая новые нейронные связи в вашей голове. Лечь на диван у вас не получится. Что ж, смотрим теперь на наши драйверы. Мой самый первый драйвер. Рисовать мы будем звездочку. Мой треугольник. Состоит она из треугольничка. Фон выглядит вот так. Можете его подписать себе, да? Рисуйте треугольнички в идеале, конечно, чтобы получилась звездочка. Но не получится звездочка, неважно. Главное, чтобы вам вот изображение центральное очень нравилось. Значит, смотрим дальше. Второй мой драйвер. Они могут быть разные по размеру, они могут быть какой-то больше, какой-то меньше. Они могут быть правильные и неправильные формы. Главное, чтобы это были треугольнички. Ой, вот этот очень хороший, он мне очень прям нравится. Вот так его доведу. Вот, и там где-то он. Можно вот так. Ой, так, как-то я увела. Запуталась в своих драйверах. Ну ничего, ничего, я это потом сразу. И тоже смотрите, вот видите, я вела сейчас, делала один из драйверов, и как-то вот что-то пошло не так, ну ничего. Так, это у нас третий.
Я выделила 6, я вам говорила. Значит, следующий у меня... Так, 4. 5 и 6. Вот такая вот у меня звездочка получилась. Что мы делаем дальше? Посмотрите, пожалуйста, на свою звездочку, да, и начинаем их нейрографировать. Вот про что мне этот второй драйвер, да? С него я именно начала. Обращайте внимание на саморефлексию, да, что вы ощущаете в этот момент, что вы чувствуете, какие эмоции испытываете. Я, если честно, когда готовилась сейчас к съемкам, я сидела и рисовала такой же рисунок, такая же цель. Можете пронейрографировать этот треугольничек. Где он у меня заканчивается? Не знаю даже, куда он у меня ушел. Я какая-то стала очень возбужденная, хотя я умею контролировать свои эмоции, да, я с этим постоянно работаю. Но у меня прямо эмоции зашкаливали. Углы у треугольников мы оставляем острыми. Подумайте, вот когда вы его нейрографируете, вы его щупаете, да, так знакомитесь с ним, какие эмоции он у вас вызывает, что происходит с вашим телом, наблюдайте за своим состоянием, может быть, вас что-то раздражает. Понаблюдайте за собой, что происходит, когда вы думаете об этом. Когда вы думаете об этом драйвере, что с вами происходит? Еще раз проведу, чтобы поярче было, да? У меня пересыхает в горле, да, то есть я много раз рисовала уже эту тему, у меня достаточно много рисунков, но 40 их, конечно, еще нету, да, потому что я начинаю, в принципе, рисовать вместе с вами, да, и потом продолжаю. То есть тема, она приходит сама. Я не знаю, какая придет, когда мы будем с вами в следующий раз общаться. Такой поток, когда я вхожу в поток, я даже не могу, иногда ловлю себя на мысли о том, что я не помню, что я вам дословно говорила. Это удивительно, да, потому что вот входишь в поток и начинаешь говорить то, что сама не ожидаешь, что совершенно не свойственно тебе. И я в этот момент начинаю делиться абсолютно всей информацией, которая у меня есть, которой я владею, которая мне дана. Вот, а начала я с интересного драйвера. Да, мне очень понравилось. Я желаю, чтобы вы меня смотрели во всем мире. Мои видео переведены на более чем 30 языков мира. Вот, и я желаю, чтобы все больше было зрителей во всем мире. И смотрите, куда вас дальше рука поведет. Желательно, чтобы ваш локоточек висел в воздухе, чтобы ваше подсознание вас само вело, чтобы вы в это не вникали, просто доверьтесь своему телу, доверьтесь своей руке, своим ощущениям, своим эмоциям. Просто самое главное, ловите сейчас свои ощущения. Может быть, кто-то испытывает раздражение. Вот подумайте, довольно-таки немного, но, скажем, 3% зрителей
Я вам всем очень благодарна за комментарии, спасибо, я все читаю, я все вижу, и если есть какие-то вопросы, я всегда отвечаю. Но кто-то пишет какие-то негативные комментарии, да, то есть я вызываю у вас раздражение. Я являюсь просто вашим триггером, я являюсь вашим проводником, и у вас, у самих скрывается то, что вы хранили, берегли годами. То есть если у вас какие-то негативные эмоции по отношению ко мне возникают, кому нужно, все слышат, да, скажем так, банальный пример. Кому не нужно, тот ничего не слышит. Значит, вы еще просто не готовы. И в данном случае, когда мы работаем со своим подсознанием, я являюсь таким проводником для вас, да. Но вы должны понимать, что по сути вам этот проводник не нужен, вы можете все сами. Но человек так устроен. Человеку свойственно что-то ненавидеть, чтобы что-то у него вызывало агрессию. Вы должны понимать, что это просто мы так устроены, да. Но те люди, которые владеют собой, они не обращают на это внимания. Я удалю комментарии и все. Но меня просто поражает, насколько люди бывают слепы, да, выражая негатив какой-то по отношению ко мне, например, это ваше недовольство собой внутри себя. Другой вопрос, как вы сумеете с этим справиться? Я думаю, что вы все большие умницы и умеете читать свои эмоции, читать свое тело. И слушать. В любом случае мы каждый раз учимся. И самое удивительное, что я знаю таких людей очень много. 4% людей мне писали, что хотелось написать негатив, но работала неделю, и все случалось, все срабатывало, испытывала безумную благодарность. Таких людей очень много. Из тех я имею в виду, кто вот для кого я все-таки являюсь тем самым триггером. И очень здорово, что люди это понимают и приходят к осознанию, к пониманию. Есть пара вещей в жизни, которые я просто на дух не переношу. Это ложь. Ложь, обман, да, то есть вот для меня, пожалуй, ложь, обман это на первом месте. И так удивительно складывается, что я сейчас вот вам об этом же говорю, да, сижу. Не знаю, почему об этом начала. Собственно говоря, о чем я начала? Почему я такая смелая и позволяю себе давать то, за что другие берут там деньги? Ну, во-первых, я вас никого не обучаю, дипломы не раздаю, контракты с вами не заключаю. Вот. За ваши благодарности огромное спасибо, я очень тронута. Мне каждый день приходит порядка 50 сообщений от банка с благодарностями от вас. Спасибо всем огромное. Я очень тронута. Поверьте, ваше угощение меня кофе, ваша благодарность мне, она вам вернется многократно. Я действительно считаю, что информация должна быть доступна для всех и каждого. И вы знаете, что я очень сильно люблю восточную астрологию, да, я люблю фэн-шуй. Сейчас, одну секундочку. И, как вы знаете, мы переходим, точнее, мы уже живем в 9-м периоде. Если кто не знает, да, сейчас мы живем в 8-м периоде, но 9-й уже наступил с 2017 года.
Так вот, что будет в 9 периоде? Что вам нужно вообще в себе отточить? Я почему это рассказываю? Потому что для моей темы это актуально. Кто со мной с моих самых первых видео, тот знает, что я достаточно застенчивый человек. Я очень застенчивая, я очень скромная, я ни разу не умею себе позволить, ну, раньше не умела, сейчас уже умею позволить себе то, что я хочу, на публику. И в 9 периоде, в котором мы с вами уже, в принципе, живем, очень важно разрешить себе быть тем, кем вы хотите. Быть именно собой. Обратите внимание, как вы относитесь к каким-то, например, звездам, которые зарабатывают миллионы, да, например, или выглядят стройнее и красивее. Если вы смотрите и думаете, ага, класс, пойду тоже там пресс покачаю, губы уколю или еще что-то, это прекрасно. Но если вы начинаете смотреть со словами и получаете мысли агрессии по отношению к себе, ах, вот она худенькая, я там толстенькая, и начинаете себя в этот момент ненавидеть, запомните, это категорически запрещено. У вас будет супер счастливая жизнь, если вы научитесь сейчас себя слышать, быть смелыми и честными по отношению к себе. По поводу себя я вам скажу так, меня очень строго растили, достаточно зашуганным, я бы сказала, человеком, который всего боится, в горле пересохло. Вот на 5 драйвере, смотрите, я куда дошла, а 5 для меня как раз делиться, быть собой. Так вот, и я, в принципе, не умела говорить «нет». Я всегда делала то, что хотят другие. Всегда старалась как-то порадовать других, даже делая себя в каких-то моментах несчастной. И мне повезло, я достаточно рано научилась говорить «нет». Мне было 17, да, то есть уже сколько лет прошло. Вот. И буквально года 3 назад я научилась говорить «нет» очень жестко, и научилась посылать, если надо, да. Текущему молодому поколению очень повезло, они это умеют. Но те люди, которые росли, поколение 90-х, да, выросли в 90-е, они знают, о чем я говорю. Вот, так вот, что я хочу сказать. Когда я научилась посылать достаточно жестко, выражать свою позицию, говорить, я не буду делать приятно тебе, делая несчастной себя, я стала супер счастливым человеком. И все, абсолютно все мечты, которые были и казались какими-то там странными, да, к воплощению, к реализации, они все исполнились. Я позволила себе смелость быть собой. В первую очередь вы должны любить себя, слушать себя. Вам должно быть абсолютно наплевать на то, что вам говорят другие люди. Кто-то скажет, это невозможно, кто-то скажет, что ты наглая. Вы имеете право быть наглой, по мнению других. Вы ни в коем случае не должны доставлять себе какого-то дискомфорта. Все, что вы испытываете, должно быть исключительно потому, что вы это хотите испытать. Но вас не должно заботить мнение никого вокруг. Только тогда вы будете жить так, как вы хотите. Только тогда вы будете жить счастливы. Только когда вы позволите себе смелость сказать о том, что вы желаете, вы получите то, что вы желаете. Обратите внимание на тех триггеров, которые сейчас есть в вашей жизни, которые вас раздражают. Может быть, это какие-то молодые исполнители поп-музыки, да, которую вы уже не понимаете в силу там, своего возраста, в силу своего воспитания, но которые с радостью слушают молодежь, и они зарабатывают, например, миллионы.
они имеют право сказать то, что желают. И это очень-очень важно. Вы тоже на это имеете право. Просто разрешите себе быть собой. Вот. Прям рассказала и как-то вот... Обращайте внимание, я вам, когда это все сейчас произносила, испытала, по-моему, весь спектр, всю гамму эмоций. А я хочу, чтобы вы знали, что еще вот так можно исполнять свои желания. Но от действия вас никто не защитит. Вам все равно придется работать самому и действовать. Вот. И тем не менее, опять же, почему я вам достаточно часто пишу подсказки какие-то, да, что сделать, тот же сам там список благодарностей, или же, например, я вам говорю очень часто про очищение. Да, вы можете очищаться через нейрографику, избавляться, прорабатывать какие-то обиды, но если есть возможность, если есть шанс это совмещать с другими техниками, так совмещайте, вы быстрее получите результат. Если вы делаете что-то одно, оно сработает, поверьте мне. Но если вы делаете 3 действия для исполнения вот вашей цели, желания, как хотите называйте, да, поверьте мне, оно сбудется в миллионы раз быстрее. У меня есть даже на эту тему очень смешной момент, когда что-то вдруг у меня не складывается, такое бывает крайне редко, но бывает. Я сразу ловлю себя на мысли и говорю себе: стоп, беру листик и просто пишу то, что я хочу на листе. Так вот, к тому моменту, условно говоря, чтобы вы понимали, я хочу, чтобы мне там кто-нибудь долг вернул, да, хотя я категорически против долгов, но иногда так складываются обстоятельства. Все-таки банки, они такие, точно так же, как и туристические компании. Есть какие-то там законы, распоряжения и так далее. И я только пишу это на листе, не успеваю дописать, у меня тут же приходит смс-уведомление, что все, вопрос решился, денежки на счете. Поэтому обращайте внимание на то, что я пишу, если есть возможность прописывать, все делать, да, что-то негативное, если хотите проработать, пишите на листе, сжигайте, да, потом с благодарностью можно развеять по ветру. Вот, ну или просто выбросить, как вам удобно. Тем временем я уже дорисовала, да, и сейчас вот они мои цели. Углы мы оставляем острыми, но если кому-то очень много энергии, можете внутренние углы треугольников скруглить, и дальше пойдемте в общество. Наше поле – это общество, да, что оно подумает. Мы с вами живем в социуме, поэтому люди бывают разные, бывают интроверты, бывают экстраверты, да, но тем не менее мы все живем в обществе. Я не говорю вам, что вам нужно ходить и дружить со всеми, да. По поводу общества. Люди не любят тех, кто, ну, многие люди, кто уже там, кто знает, они не будут так делать. Как правило, у нас в обществе принято встретиться и обсудить проблемы насущные. Не делайте этого, категорически не делайте, не слушайте Машу, у которой там что-то плохое случилось. Это делать нельзя. Вы не мусорное ведро, звучит жестко, но вот сегодня я в таком настроении. Вы не мусорное ведро, чтобы слушать проблемы Маши. На все это есть специалисты, и это не дружеская поддержка. Дружеская поддержка – это пойти и развлечься, отвлечь, да, человека, если ему надо. Но никогда не позволяйте какой-то там какому-нибудь человеку сливать вам негатив.
Вот. А если вы выразите так свою позицию, в вашу жизнь придут люди, у которых есть разделение, да, что там с тобой мы дружим, а вот туда я пойду и буду там решать свои вопросы. Вот. И это абсолютно нормальная практика. А то, что Маша сливает, ну, условно говоря, Маша сливает вам весь свой негатив, да, вы, во-первых, не должны его слушать, во-вторых, отвлекает вас от ваших целей и желаний, вселяет в вас чувство вины, которого у вас быть категорически не должно. Вы ни в чем не виноваты. Позвольте себе смелость быть собой. Это абсолютно нормально, что я желаю 100 тысяч долларов от YouTube канала. Более 100 тысяч долларов, да, если быть точным. Я имею право желать все, что мне хочется. Это моя жизнь. И вы имеете на это право. Воспользуйтесь им. Другой вопрос. Главное, чтобы вы помните любую цель, вы должны четко представлять, как это и что это. Не знаете, условно говоря, вы хотите там платье купить. Собрались в магазин, сходили, померили, выбрали. Автомобиль хотите? Вперед! Поехали в автосалон, выбрали, примерили. Ну, сделали тест-драйв, я имею в виду. И вот наступает тишина. Почему у меня тут не выключается? Вот, что ж, пожалуй, всей такой нужной информацией для этой темы я с вами поделилась. Ну и в девятом периоде, как я уже сказала, вы должны научиться, да, девятый период начался по раннему небу с 2017 года, официально он наступит в 2024 году. И продлится 20 лет. Так вот, какие будут в вашей жизни ближайшие 20 лет, зависит только от вас. Я сейчас действительно активно вместе с вами, благодаря вашей поддержке, вашей помощи. Спасибо всем огромное за ваши благодарности, за ваши комментарии, за ваши подписки, за ваши лайки. Все вижу, за все благодарна. На карту очень много денег приходит, да. Спасибо вам огромное. Я так думаю, что заведу себе от вас какой-нибудь браслетик. Очень красивый, Cartier. Давно присмотрела. Вот. Так что позволяйте себе быть тем, кем вы хотите. Имейте смелость. Если вы имеете эту смелость, ваша жизнь будет складываться самым невероятным образом. Вы у себя одна. И вчера, я была недавно на одном мероприятии. И вы знаете, я делилась потом впечатлениями, и мне вот говорят, как ты сходила, как ты время провела. И дальше тема зашла о семье. А какая правильная иерархия любви? Так вот, правильная иерархия любви. Вы в первую очередь должны любить, если кто верит в какого-то там Бога, но вы не забывайте, вы же и сами можете быть для себя Богом, да? Потом вы любите себя, потом вы любите своего мужа, потом вы любите своих детей. Но самое главное, вы любите себя на первом месте. Так, как-то так у меня все получается. Кто хочет звездочку как-то свою усилить, можете ее еще больше выделить. Но энергия зашкаливает, я вам честно говорю, я тут сижу, продышаться не могу.
Если где-то не хватает линий, добавьте их. Вы помните, что здесь чем больше линий, тем лучше результат. Обратите внимание, что вы чувствуете, как вы себя чувствуете после того, как изобразили поле. Может быть, кому-то грустно стало, может быть, вам супер весело, может быть, вам слезы навернулись на глаза. Обращайте внимание. Все это ваши подсказки. Ну, мне, пожалуй, если честно, достаточно. Может быть, вы видите где-то какие-то ресурсы. Вот обратите внимание, можете так ручкой поводить по вашему листу, по вашему полю, где вот становится горячо, да. У меня почему-то вот здесь вот, да. И посмотрите, какой-то ресурс образовывается, да. Про что он вам? Обратите внимание, на каких драйверах он у вас нарисовался. У меня получилось 1, 4, 6. Даже интересно. Да, очень интересно получилось. Можете подглядеть, если вдруг забыли, какие драйверы, да. Но в любом случае вы не волнуйтесь, если что-то забыли, что-то не увидели. Ваше подсознание помнит, что вы писали. Это вот как я вам рассказывала о том, что я не помню то, что говорю вам, когда записываю видео. Я вхожу в поток и потом уже пересматриваю. И меня некоторые вещи, если честно, прям вот очень впечатляют. Я говорю вам то, что в принципе хотела сказать себе. Поэтому обращайте внимание. Может быть, кто-то сам пробовал снимать на видео, как он рисует, да? Какая последовательность, какие действия. Вот понаблюдайте за собой, что вы испытываете, даже когда слушаете. Вы можете обратить внимание на, ну вы же наверняка разных людей смотрите на YouTube-канале. Посмотрите, что вы испытываете, когда смотрите других, когда смотрите меня. Обратите внимание, кто для вас больший триггер. Почему? Да, условно говоря, что вы испытываете? Может быть, у вас какая-то агрессия, какое-то чувство ненависти. Так и обратите внимание, что сказал человек, что вас вот так вот прямо освежило, вытолкнуло. И вот здесь вот у меня прям, видите? Хочется пронейрографировать этот ресурс. Дрожит все, дрожит сердце, дрожат коленки, дрожат руки. Наблюдайте за своими эмоциями. Может быть, кто-то во сне увидит какие-то знаки. Будьте внимательны ко всему, что происходит. Вот эта вот саморефлексия ко всему вокруг. Фантастическая вещь, когда вы начнете замечать, что вы испытываете, глядя на ту или иную вещь, на какой-то момент вы поймете, что ага, ну вот так, а почему, а про что это мне, видите, вот тут вот тоже немножко прям дорисовать. Какие-то прям появляются ресурсы. О чем они мне? Что они мне
мне принесут? Вот прям какой пришел? 6-й, 1-й. Желания свои очень важно прописывать, очень важно их прорисовывать, если вы можете, да. Почему раньше, еще много лет назад, когда вот только появилась эта идея с картами желаний, да, люди вообще ее рисовали от руки рисовали свою свадьбу, от руки рисовали машину, квартиру, то есть не вырезали, да, картинки в интернете из журналов, а именно рисовали, и оно у них все сбывалось намного быстрее, да, чем у тех людей, которые делают электронные, например. Электронно вообще, поверьте мне, может быть, если вы никогда этого не делали и вдруг попробуете, у вас и сработает, но в дальнейшем эта техника не работает. Оно работает только если вы это делаете все своими руками, не в интернете, точно так же, как и желание мы пишем не, желание мы пишем не, как оно называется-то, не в телефоне, не в заметках. Желание мы всегда с вами пишем только от руки. И звездочку я желаю сделать яркой. Прям настроение поднялось. Потому что я что-то как-то прям совсем эмоции зашкаливали. Звездочка должна быть светящейся, яркой. Она освещает эту вселенную, это пространство вариантов. Поэтому вашу цель мы делаем яркой, мы ее как бы подсвечиваем, да, а фон вокруг уже может быть темнее. Обращайте внимание, да, с каких треугольничков начали, с чего начинаете. Обращайте на все внимание. Обращайте внимание, что испытываете. Прям все чувства записывайте. Если кто-то вдруг сначала смотрит, потом рисует, вот на протяжении просмотра, записывайте все то, что вы ощущаете, когда я рассказываю, когда я рисую, да, то есть все вот впечатления можете. Понаблюдайте за собой. Почему? Вы можете считать, ах, какая наглая, там, говорит нам спасибо за ваши благодарности, или там, почему она хочет 100 тысяч долларов, мы тут 100 тысяч рублей, например, хотим, да, то есть обратите внимание, почему у вас, условно говоря, вот эта фраза, я грубо говорю, но, например, да, достаточно понятно, может вызывать такую агрессию. Может быть, вы хотите так же, как я? Так попробуйте, что вам мешает быть смелыми по отношению к своим желаниям. Не надо быть смелым со мной, с папой, с Дашей, с Машей, с кем угодно, да? Будьте смелы сами с собой. Скажите себе о своих желаниях. О, как, а первый у меня триггер, видите, как вышел? Дальше не спешите брать другой цвет, посмотрите по полю, может быть, он куда-то дальше пойдет. Может быть, вам дальше хочется повести. Немного, моментами, но где-то, да. Может быть, есть этот путь, куда он идет. Вот это вот сияние звезды, которое она распространяет на общество, да, потому что в моем, как и в вашем, в случае каждого из вас, ваши желания исполнит общество, вашу цель, какой бы она ни была. Ой, вот забыла, прям забыла. Сегодня у меня, ну, очень большая звезда, прям на весь лист получилась.
Где-то посильнее, да, но сейчас не можете не спешить нажимать сильнее на маркер, ой, на карандаш. Вот, а теперь мне хочется взять другой. Обратите внимание, что вы берете, да? Какой цвет? Вот у меня зелененький тут в ручках оказался. Я думаю, что вы сейчас достаточно уже погрузились в меня, да, в мой голос, в музыку, которая здесь есть. И вы уже даже глядя на карандаши, все равно выбираете ваше подсознание. Посмотрите, может быть, еще куда-то цвет пойдет, может быть, еще куда-то вы его желаете. Вам любое состояние, которое вы испытываете, оно вам почему-то дано, да? В горле пересохло, может быть, у кого-то слезы, да? Как это, всю жизнь не делал, там, всю жизнь не говорил, а тут сказал все, что всегда сам хотел. Вы имеете право. Вы родились, чтобы жить свою жизнь, свою счастливую жизнь. И вам не надо у кого-то спрашивать разрешения. Такая глобальная кардинальная смена энергии, да? И вы что, хотите всю жизнь жить несчастливо? Нет. И именно поэтому вы здесь смотрите, ищете ролики на YouTube, как изменить свою жизнь. И вот он ключ. Наблюдайте за собой, кем для вас являюсь я, кем для вас являются другие люди. Обращайте внимание, как реагирует ваше тело на мои слова, на мой голос. У нас тут, у меня тут появился сериал. Он вышел много лет назад, и так оказалось, что я его, оказывается, не смотрела. Я думаю, многие из вас смотрели. «Анатомия Грей». И я достаточно интенсивно его стараюсь смотреть. И что меня впечатлило? Уже с моей позиции, да, не жертвы, я живу в этом мире, я наслаждаюсь, я живу свою счастливую жизнь, мне очень нравится, я довольна как воздушный шарик, и собираюсь дальше наслаждаться, да, с каждым днем все больше, с каждым днем мои желания смелее. Так вот, кто смотрел Мередит, уже какой-то там сезон, ее бросил отец в детстве, и тут он попал в больницу, он стал спиваться, алкоголик. Ему, соответственно, нужна пересадка печени. И ее сестра, для которой этот отец был всегда нормальным и хорошим, говорит: ну, я пойду сдам, папочка, я тебе помогу. Он говорит: нет, 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 что ты, не надо. Она говорит: ну что ты же мой папа. А Мередит быстро разворачивается и уходит, вроде как и не при делах. И половина ее друзей начинает говорить: ну что же, ну он же твой отец. Она говорит: ты что? Ну, как бы это ж он пил, я не буду отдавать свою печень. Молодой человек, ее муж, Дерек, он ее поддержал, в принципе, ну не хочешь, не надо, в любом случае это ее орган. Вот, и меня что впечатлило? Вот это вот навязанное обществом чувство вины, друзья ей навязали, оно совершенно недопустимо в 9 периоде, по моему мнению, вообще, если вы хотите жить счастливо, навязанное вот это вот чувство стыда, вы никому ничем не должны, вы никому ничем не обязаны, вы обязаны только самому себе жить счастливо. И то есть человек
ну, в итоге оказался в больничной палате, да, лишился части своего органа. Ну, в общем, меня это впечатлило, поэтому я с вами поделилась. Обращайте внимание тоже, куда идут ваши руки. Что вы дальше идете прорисовывать. Обращайте внимание на абсолютно все. Вот, как-то так. Розовенького хочется мне добавить. Потому что все мои желания, они из состояния любви. Я надеюсь, в ваших подцелях было. Я здорова, я счастлива, потому что без этого никуда. И вот он, тот ресурс, моя семья, моя любовь, мое здоровье, который как раз-таки идет сейчас у нас розовеньким цветом. Я, пожалуй, думаю, что я уже заканчиваю. Звездочку хочу свою поярче сделать. Чтобы освещала она собой все вокруг. И жизни других людей. И путеводной звездой была, да? Я вот здесь, я в середине. Эта цель во мне. Она не впереди меня, чтобы не отдалялась на пути, а она именно во мне. Видите, как шестой уходить начал? В поле прям растворяться. Почему? Да, вот это точно здорово. И да, моя звезда объемная, многогранная, сильная, мощная. Вот такая вот у меня звезда. Что ж, линии поля, фиксация. И мы с вами
завершим наш этот волшебный денечек. Так, как я не могу определиться, чем мне. Линии поля могут идти по уже существующим, а могут быть заново созданными линиями. По поводу, вы часто видите, да, что где-то я округляю, где-то нет, на ваше усмотрение. Я умею справляться с этой остротой. Если вы нет, тогда все пересечения вот здесь, вот, да, по линиям тоже, пожалуйста, округляйте. Можно округлять, можно нет, на ваше усмотрение. Лучше округлять, но чтобы не занимать ваше время в эфире, я это доделаю попозже. Так. Маркеры улетают на раз, два, весело очень. Все, я довольна, решительно настроена. Вот, ну и вот мне хочется вот. Мне вот так вот очень хочется. И фиксация. Что вы фиксировать будете, выбираете вы сами. Ну а я буду фиксировать свою звезду. Может быть, у вас фигура фиксации линии поля. Такое тоже возможно. Смотрите по своим ощущениям. У меня прям звезда выходит и все. Пересечение вот фигуры, и моя звезда многогранная, да, поэтому я объемная, поэтому я вот этот треугольник себе тоже выделю. Звезда работает круто, звезда работает сильно. Линии пересечения, точнее зоны пересечения линий поля и вашей фигуры округляйте, а остальное по рисунку на ваше усмотрение. Да, я ваше время занимать не буду. Вот так вот мне, пожалуй, достаточно. Я вас благодарю за просмотр. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну а кто хочет обменяться со мной энергией или угостить меня чашечкой кофе, реквизиты вы найдете в первом прикрепленном сообщении. Всем спасибо и пока-пока!